В условиях пандемии коронавируса зоопарки по всему миру испытывают трудности с содержанием животных. Это прежде всего связано с введенными ограничениями, когда люди попросту не могут посещать подобные учреждения. Из-за этого доходы зоопарков резко упали. В большинстве случаев они испытывают трудности не просто с содержанием животных, но и с банальным кормлением. В связи с этим участились призывы защитников животных к тому, чтобы зоопарки начали отпускать своих питомцев на свободу. Это, несомненно, хорошая идея, но, к сожалению, если животное долго содержалось в неволе, у него мало шансов выжить в своей среде обитания, поскольку привыкло, когда его кормят люди, а не само добывает себе пропитание. Но если животное родилось в зоопарке, то выпуск на волю равносильно голодной смерти. Примеров тому очень много. Зоопарки являются главным источником конфликтных ситуаций между животными и людьми. Это связано не только с несовершенными системами и протоколами безопасности, но и с тем, что человек не может создать оптимальные условия содержания диких животных, которым нужно очень большое пространство. Например, в дикой природе на 100 квадратных километрах может обитать 12 львов, а вот только для одного самца росомахи может потребоваться до 620 квадратных километров, медоеда 510 квадратных километров. Возможно, неплохим решением стало бы создание нечто похожего на парк юрского периода с огромной территорией, где животные жили бы в среде, максимально приближенной к их естественной. Но тут также есть свои минусы. Такой парк был бы за пределами населенного пункта, что не всех устраивало. Также усложнилась бы логистика, протоколы безопасности и так далее. Несомненно, нужно отказываться от зоопарков в том виде, в котором они сейчас существуют. Животные там очень страдают и испытывают стресс, что повышает вероятность нападения на людей. Например, хорошо известно, что касатки в дикой природе не нападают на людей, и все известные случаи нападения связаны только с содержанием их неволи. Более подробно об этом вы можете узнать по ссылке, которую вы сейчас видите вверху этого ролика. Но чтобы не сгущать краски, давайте немного отбелим репутацию зоопарка. Зимой сотрудники пытаются удивить и даже развеселить своих подопечных, предлагая им всевозможные развлечения, и снеговики стали таким подарком. В начале января 2021 года в зоопарке Финляндии тигру слепили снеговика. В Поркиасаре продолжается нападение животных на снеговиков, написал Хельсинский зоопарк в шутливом посте в Facebook. В целях безопасности мы рекомендуем снеговикам не прятать в карманах куски мяса, остатки крови или шерсти животных. На снеговика было одето что-то вроде парика, пока самец амурского тигра не набросился на него, разрубив ему голову пополам своей большой лапой. Было не сразу понятно, действительно ли внутри снеговика было спрятано мясо или другая награда, но обычно считается, что тиграм в неволе лучше зарабатывать на еду. В этом зоопарке обитает 150 видов животных и почти 1000 растений. В 2016 году здесь родилась тройня амурских тигров. Позже тот же парк поделился еще одним видео, в котором мы можем увидеть подобные нападения на снеговиков со стороны росомахи, снежного барса и тигра. Это не последнее нападение диких животных в неволе на снеговиков. Сотрудники зоопарков своих подопечных радуют приходу зимы и всячески стараются их поддержать и развеселить. Сейчас вы видите тигров, которым дали возможность поиграть со снеговиками в английском зоопарке Лонглит в 2013 году. В феврале 2021 года Национальный парк Смитсоновского института поделился видео, на котором видно морских свинок, обнюхивающих и поедающих снеговиков, которых предварительно подпитали съедобными для них продуктами. Под видео было оставлено множество положительных комментариев. Один пользователь написал: «Они такие забавные, я хочу протянуть руку и обнять их всех». Так что, несмотря на неоптимальные и стесненные условия содержания животных в зоопарках, сотрудники умудряются подбодрить своих питомцев, даже в условиях пандемии коронавируса. На этом все о снеговиках в зоопарках. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока!